Один мой приятель, преподаватель вуза, увидев в аудитории отпечатки ботинок на потолке, произнес эти слова. А я вспомнил понедельник Стругацких и сказал, наверное, кто-то на ум-кладет наступил. Античный мир был основательно разрушен христианами. Разрушены храмы и библиотеки. Книги, описывающие древние цивилизации, были уничтожены вместе с остатками технологий. В то же время магия никуда не исчезла. Ученики магов Атлантиды создали свои школы и сами перешли на уровень 4.3. В момент ухода очередного поколения живых богов возникло христианство. Распространение этой религии, уничтожившей языческие культы, не смогло пресечь магическую традицию. В мире были сильные маги, которые создавали собственные структуры. Одной из таких структур был орден ассасинов. Маг, все называли его старцем с горы, создал весьма эффективную секту воинов-убийц, которые в итоге смогли остановить крестовые походы. Со стороны крестоносцев был настроенный весьма мистический орден тамплиеров. Эти две структуры вошли в контакт, и произошел обмен информацией. Так, с помощью рыцарей-тамплиеров, создавших резиденции ордена по всей Европе, там распространились магические знания. Магические ритуалы, практикуемые тамплиерами, породили слухи, которые скомпрометировали орден, и это привело к его гибели. Однако уничтожение ордена не стало причиной остановки распространения магической традиции. Большая часть уцелевших тамплиеров разошлась по другим орденам. Кроме того, охота на рыцарей этого ордена стала своего рода естественным отбором, при котором уцелели те, кто реально владел магическими способностями. Оставшиеся тамплиеры создали орден розенкрейцеров, первый в Европе тайный магический орден. Членами этого ордена могли стать только бывшие тамплиеры. Все последующие тайные общества Европы были созданы членами этого ордена и их учениками. В основе европейской магической традиции находился ритуал, проводимый на базе Аркана 20. Работа с этим арканом позволяет активизировать прошлые воплощения данной личности. Ритуал проводится в сумерки на кладбище. Отсюда многочисленное описание магических ритуалов, проводимых на кладбищах. Зачем работать с прошлыми воплощениями и для чего активизируют союзников? На эти вопросы есть несколько ответов. В общем случае происходит активизация правого полушария, что дает доступ к внешнему каналу, верхнему подключению. Такого рода подключение лежит в основе магических способностей, как мы их понимаем, так как дает сознанию возможность работать с внешним миром, как с информацией. Кроме того, сборка личности позволяет текущему сознанию прожить воспоминания союзника как свои собственные, добавив его опыт к своему, накопленному в течение жизни. Это приводит, как я уже говорил, к полному сознанию, способности восстанавливать текущую личность в последующих воплощениях. Наконец, еще одно свойство, которое дает сборка личности, имеющее значение для руководителей этого общества. Если у человека были воплощения в период существования древних технологических цивилизаций, как земных, так и внеземных, то, активизировав такую личность, общество может получить доступ к очень важным знаниям и навыкам. В качестве примера можно привести работу общества Туле «Наследие» в период существования Третьего рейха. Функционеры этого общества, обладая магическим видением, отбирали людей, имевших воплощение в Атлантиде или цивилизации гиперборейцев, последняя цивилизация ванов. Отбирали и людей, имевших внеземные воплощения среди развитых технологических цивилизаций. Все отобранные операторами кандидаты проходили на кладбище особое посвящение, построенное на работе с Арканом 20. Для этого посвящения подбирали место рядом с могилой людей, имевших нужную генетику, как правило, арийскую. Рассмотрим карту 20А. Ангел на облаке трубит в трубу страшного суда. Внизу на кладбище из могил восстают покойники. Мужчина восстал из гроба. Женщина восстает из гроба. Ребенок сидит в гробу. На горизонте солнце. Над горизонтом видна только его половина. Ангел, трубящий в трубу в сочетании с положением солнца над горизонтом, указывает на некий сигнал, возникающий во время захода или восхода солнца и влияющий на режим работы сознания человека. Кладбище указывает на место проведения ритуала. Мужчина, левое полушарие, полностью вышедший из гроба, указывает на проявляющуюся личность союзника. Женщина, правое полушарие, встающая из гроба, указывает на активизацию подсознания. А ребенок, сидящий в гробу, показывает на выключенный режим взаимодействия с системой, что дает возможность активизировать и инопланетные воплощения, обычно подавляемые сознанием Земли как инородные. Другие мертвецы, встающие из могил, указывают на духов, монады умерших людей, с которыми посвящаемый может войти в контакт.
Способность входить в контакт с умершими в ходе данного ритуала является индикатором успешного посвящения. Рыцари Мальтийского ордена, практиковавшие данный ритуал в соборе святого Иоанна на Мальте, использовали его для передачи боевого опыта от погибших в боях рыцарей молодым рыцарям, участвующим в этом ритуале. Прямоугольники на полу собора – это надгробия могил погибших в боях рыцарей. Во время молитвы рыцари буквально стояли на могилах и контактировали с душами погибших опытных рыцарей.